Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня вяжу очень стильную сумку из рафии с использованием фурнитуры, которая состоит из готовых ручек, замка и верхней части изделия. Так как у меня есть каркас верхней части изделия, я буду использовать также каркас нижней части в виде пластиковой канвы, буду укреплять донышко моей сумки. Размеры ячеек по канве 5 мм. Приготовила рафию, у меня фирмы Вяжи еще, это рафия из 100% целлюлозы. В 200 граммах 240 метров. Очень экономичная и удобная намотка. Нить достаточно широкая. Изделие получится крепким, прекрасно будет держать форму. Так что канву можно даже и не использовать. Ножницы, крючки. Вязать буду крючком 4,5 мм. Использовать крючок 3,5 мм как помогательный. Его головка хорошо проходит в отверстие по канве. Также на каждом этапе озвучиваю количество петель, количество рядов и размеры моего изделия в сантиметрах, чтобы вы смогли пересчитать на свою плотность вязания. Заготовка у меня 28 сантиметров шириной и по высокому краю 10 сантиметров глубиной. Все необходимые ссылки, как всегда, остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, переходим к работе. Нить плоская и хорошо бы подматывать для вязания ее на опоре, для того, чтобы она разматывалась с мотка ровно, без перекрутов. Я беру начало мотка и набираю 13 воздушных петель, набрасываю нить на крючок 4,5 мм, подхватываю длину рабочей нити, первая петля, и далее последовательно, не очень туго, достаточно свободно, 13 воздушных. Готово. Далее переворачиваю цепочку воздушных петель и вставлять крючок буду в заднюю перемычку. Первую петлю пропускаю, она уходит на петлю подъема. Вторая точка от крючка, задняя перемычка, провязываю столбик без накида. Далее следующая точка, столбик без накида. Получается до конца ряда 12 столбиков. В конце каждого ряда петля подъема. Переворачиваю полотно, край начала направляю в полотно, буду ввязывать ее вторым рядом. Каждый следующий ряд вяжется одинаково. Петля подъема пропускается в следующую точку. За обе дужки кромочной косы я подхватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Вяжу достаточно свободно, для того, чтобы нить не была перетянута. После отпаривания петли станут на свое место и изделие преобразится. Сейчас у меня в каждом ряду 12 столбиков без накида. Навязываю рядами туда-обратно необходимый размер донышка. Донышко прямоугольное. Это размер прямоугольника по короткому краю. Сейчас буду навязывать прямоугольник по длинному краю. То есть количество рядов достаточно внушительное. У меня провязано 32 ряда туда-обратно. Размеры заготовки 30,5 сантиметров длинный край, 10 сантиметров короткий край. Также меряю полупериметр около 40 сантиметров. По этим размерам немножко меньше выкраиваю пластиковую канву. Вот она как будто немножко внутри. Размеры пластиковой канвы 9 сантиметров на 29. Сейчас необходимо закрепить пластиковую канву вязанием к уже готовому донышку. Перехожу к крючку потоньше, у меня 3,5 мм. И здесь сейчас в угловых точках вставлять крючок буду по 2 раза. Один столбик уже провязан, второй раз угловая точка, столбик. Вяжу достаточно свободно, как будто работаю крючком потолще. Здесь уже в угловую точку 2 столбика провязано. Следующая точка, следующее отверстие по канве. Столбик без накида. И так далее. Вставляю крючок напротив каждого ряда один раз. Здесь отверстия по канве могут не совпадать. Я контролирую, чтобы у меня хорошо вписалась канва. Хорошо ее прижимаю к вязанию.
и вхожу крючком по пластику в той точке, в которой выходит крючок по изнанке. Вот здесь. Где-то подряд, где-то через одно отверстие. Обратите внимание. Так прохожусь по всему периметру. Еще раз, достаточно свободно в угловых точках для поворота по 2 столбика здесь. Я подхожу к угловой точке. Напоминаю, начинала пришивать я в этой точке, но здесь у меня количество рядов было четное. Не буду навязывать еще один лишний ряд здесь. Закончу, не пришив вот один только край. Но это на самом деле не очень значительно. Можно закрепить ее с помощью нити рафия. Вот сейчас у меня уже провязано по периметру 90 столбиков. Количество столбиков для узора должно быть четным. 91, можно скорректироваться, если не получается четное, и 92 в угловую точку. Вот так сразу соединительный последний столбик. Получается 92 кромочных косы. Теперь делаю подъем на высоту ряда. Возвращаюсь к крючку 4,5 миллиметра. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Узор будет вязаться пучками. Пучки будут провязываться через одну точку. Вот если у меня 92 петли, будет провязано 46 пучков. После подъема крючок вставлять буду в предыдущую точку от подъема. Накид. Возвращаюсь в предыдущую точку, вытягиваю нить на высоту подъемного столбика. Снова накид. Возвращаюсь в эту точку, вытягиваю нить на высоту подъемного столбика. Теперь провязываю все петли на крючке, кроме последней. И вместе еще раз 2 петли на крючке. Готово. Вот такой фрагмент узора у меня получился. Теперь следующую точку пропускаю через одну, накид, провязываю подъемный столбик. Подъемный столбик — это столбик с одним накидом. Раз, два. Готово. Теперь возвращаюсь в предыдущую точку, она же пропущенная, и ту же самую комбинацию провязываю. Накид за обе дужки, вывожу на высоту подъема, накид, снова возвращаюсь туда, вывожу на высоту подъема, провязываю все петли, кроме последней, и провязываю 2 петли на крючке. Готово. По кругу будут вот такие комбинации столбиков. По моему расчету у меня 46. Если у вас другой размер изделия или плотность вязания, просчитайте для себя. Снова накид, пропускаю в следующую столбик с одним накидом. Это столбик подъема на высоту ряда. А теперь комбинацию из 2 столбиков. В предыдущую пропущенную точку вытягиваю первый, накид, снова крючок туда, вытягиваю второй. Провязываю все петли, кроме последней, и последняя петля. Вот уже 3 столбика у меня навязано. Продолжаю по периметру. У меня остается последняя пара столбиков, накид, пропускаю точку, следующую точку провязываю подъемный столбик с одним накидом. И теперь возвращаюсь в предыдущую пропущенную точку, накид, вытягиваю, фиксирую, накид и снова возвращаюсь, вытягиваю. Провязываю все петли, кроме последней, и провязываю последнюю петлю. Здесь нахожу первую кромочную косу, первую кромочную точку и провязываю соединительную. Готово. Первый ряд по узору закончился. 3 воздушные петли. Поднимаюсь на второй ряд. Ряды будут вязаться туда-обратно, значит, полотно мне нужно переворачивать. Каждый раз переворачиваю, следующий ряд вяжется по изнанке. Здесь по этому ряду мне нужно сейчас вернуться в расстояние между пучками прошлого ряда. Подъемная у меня здесь, вот вернуться мне нужно в предыдущее окошко. Накид, возвращаюсь,
вытягиваю, накид, возвращаюсь, вытягиваю, провязываю все петли на крючке, кроме последней и последнюю. Готово. Теперь, так как следующие столбики я буду провязывать в следующее окошко, закрепиться мне нужно дальше. То есть вот эту точку я пропускаю, накид, и закрепляюсь за обе дужки кромочной косы вот здесь, немножко впереди, столбик с одним накидом. Провязан. А теперь возвращаюсь в намеченное окошко. Накид, окошко, накид, окошко. Провязываю все петли, кроме последней, и последняя петля. Готово. Таким образом получается наклон, необходимый у столбиков, и узор на выходе будет смотреться очень красиво. Снова накид, пропускаю окошко, в которое буду вязать. Вот нахожу следующее окошко, за обе дужки над этим окошком провязываю подъемный столбик. Готово. Теперь возвращаюсь. Накид, вытягиваю, накид, вытягиваю. Провязываю. И вот уже 3 пучка второго ряда у меня провязано. Двигаюсь в обратном направлении до начала ряда. Заканчивается второй ряд, и здесь внимательно, вот пучок первый провязан, совсем рядом в окошко, куда я должна провязать подъемный столбик за обе дужки. Провязываю этот столбик. И здесь у меня последнее окошко для того, чтобы вернуться и провязать узор. Точно так же. Готово. Теперь соединяю здесь соединительной петлей. Подтягиваю. И снова 1, 2, 3. Переворачиваю полотно. Следующий ряд вяжется по лицу. Я вышла над окошком здесь. Накид, значит, возвращаюсь в предыдущее. Вытягиваю, накид, вытягиваю, провязываю все петли, кроме последней, и провязываю последнюю. Далее повторяется все то же самое поворотными рядами. Пропускаю окошко, над следующим за обе дужки подъемный столбик с одним накидом. И теперь непосредственно сам узор в предыдущее окошко. Раз, накид, 2. Провязываю не до конца. Теперь 2 петли. И повторяется из ряда в ряд все то же самое. У меня есть цель поместиться в один моток пряжи. Навязываю глубину, пока не закончится пряжа. Но в зависимости от запроса можно связать изделие и более глубокое с большего количества пряжи. У меня закончился 10-й ряд, и для моего изделия мне достаточно. Получается, что в 10 рядах 17 сантиметров глубины. Пряжа позволяет связать еще 2-3, а может быть и больше рядов на ваше усмотрение, то есть сумка может получиться гораздо объемнее. Я вставила маркеры в те точки, где, по моему мнению, отцентровав от центральной части, поднялась по донышку, и вот эти точки первые для пришивания я маркировала с одной и с другой стороны соответственно. Здесь я последний ряд вязала по изнанке, но я не стала соединять его, потому что мне нужно будет перейти на лицо. Вот так я увожу рабочую нить, вставляю крючок, подхватываю петлю и вывожу ее на лицо. Далее мне нужно будет пройтись соединительными стежками до первой маркированной точки. Обращаю ваше внимание, что рафию я уже хорошенько пропарила с помощью утюга и придала форму. Здесь немножко поравняла, так что сейчас форма изделия кажется прям идеальной. Здесь сейчас в каждую точку по кромочной косе я один раз вставляю крючок и провязываю соединительную. Следующая точка соединительная, еще и так далее. По лицевой части я двигаюсь, этим же швом обвязки буду пришивать и фурнитуру тоже. Сейчас мне нужно приблизиться к этой точке.
Я подошла к намеченной точке, вот следующая уже маркирована, удаляю маркер, беру заготовку, можно приложить ее как сверху, я буду делать так, так и вовнутрь, как будто кожаная часть внутри вязаной, на ваше усмотрение. Здесь хорошенько прижимаю и нужно перейти на тонкий крючок. Я использую крючок 3,5 мм. Вставляю крючок в отверстие по фурнитуре, здесь также обе дужки подхватываю, хорошенько притягиваю и та же самая соединительная. Далее нужно смотреть по полотну. Расстояние между отверстиями может не совпадать с плотностью вязания. Можно просчитать, но я невооруженным взглядом вижу, что петель у меня здесь гораздо больше. Поэтому точки по вязаному полотну я иногда буду пропускать. Вот сейчас подряд вставляю, пришиваю. Следующую пропущу, чтобы не было ни натяжения, не собиралось вязаное полотно. Вот здесь я пропускаю точку и следующую вывожу соединительную. Так мне необходимо пройтись, чтобы точка с маркером вот здесь совпала с отверстием. Аккуратно и очень симпатично получается. Здесь, соответственно, тоже удаляю маркер, закрепляюсь в эту точку. И возвращаюсь просто к обвязке по краю до следующего маркера, где делаю то же самое. Мне нужно завершить ряд в той точке, где он начинался. У меня остается последний стежок, нить я уже укоротила и вытягиваю ее полностью. Вот первый стежок обвязки, ввожу туда крючок, увожу нить. И мне нужно вернуть нить в исходную точку. На изнанке прячу, по желанию можно ее подклеить, будет более надежно. С рафией обычно работаю с клеем карандашом. Вот так. Обалденная сумка получилась. Мне нравится, что размер вязаной основы немножко больше, шире верхней части. Придает это необычности, цвет великолепный. Но я также сделала подборку цвета этой рафии, который подойдет к этому цвету фурнитуры. Прекрасно будет смотреться красный, шоколадно-коричневый и черный. Фурнитура есть также в черном цвете. Туда подойдет любой цвет рафии. Также я для вас сделала подборку на бежевую фурнитуру. Вот такой цвет симпатичный, натуральный. Возможно, на весенний или летний сезон. И вот такая подборка цвета здесь. Более светлые оттенки. Рафия есть в белом цвете, соломы и вот классический цвет рафии — это крафт. Сумка прекрасно держит форму. Размеры донышка 30 сантиметров на 10 сантиметров. Глубина, и она отвечает за вместительность сумки, около 17 сантиметров. По верхней части, соответственно, 36 сантиметров. Прекрасно держит форму, упругие стенки. Еще раз повторюсь, рафию нужно хорошенько отпарить, она становится более податливая, и уже в отпаренном влажном виде я хорошенько придавала ей форму. Также внутри вы можете предусмотреть подкладку или вкладыш-органайзер. Я, скорее всего, буду использовать подкладку тканью в тон, но можно сыграть и на контрасте. Уходит неполный моток нити, но можно связать изделие в большем размере. Напоминаю, все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересных видео. Всем пока!